Урок 1. Забота о своем здоровье. Привет, Анна. Я хотела тебя проверить. Я знаю, что в последнее время ты плохо себя чувствуешь. Вы правы. Прошло уже несколько дней. Думаю, будет лучше обратиться к врачу. Я согласен. Важно заботиться о своем здоровье. Даже незначительная проблема может стать серьезной, если ее не решить. Определенно. Я не хочу затягивать ситуацию и рисковать ухудшением ситуации. Профессиональное мнение было бы очень полезно. Абсолютно. Вам следует записаться на прием как можно скорее. Раннее вмешательство имеет ключевое значение. Вы совершенно правы. Завтра я первым делом позвоню в кабинет врача, чтобы кое-что запланировать. Отлично. Я рада, что вы делаете этот шаг. Дайте мне знать, могу ли я чем-нибудь помочь вам в этом. Спасибо. Это очень любезно с вашей стороны. Просто ваша поддержка очень много значит. Конечно, я здесь для тебя. Здоровье всегда должно быть главным приоритетом. Я ценю это больше, чем вы думаете. Я чувствую себя лучше уже после этого разговора. Я рада это слышать. Не стесняйтесь обращаться к нам, если вам что-то понадобится. Я так и сделаю. Спасибо Джону. Мне повезло, что у меня есть такой друг, как ты. В любое время. Позаботьтесь о себе, и я надеюсь, что вы скоро почувствуете себя лучше. Урок 2. Музыкальное путешествие Генделя. Утро. Я только что читал о жизни знаменитого композитора Георга Фридриха Генделя. Знаете ли вы, что большую часть своей карьеры он провел в Лондоне? Удивительно, но я и не подозревал, что Гендель так долго жил в Англии. Что еще вы узнали о его музыкальном путешествии? Похоже, его спонсором был курфюрст Ганновера, который позже стал королем Великобритании Георгом I. Гендель добился большого успеха в Лондоне. Это очень впечатляющая связь. Интересно, как Гендель впервые оказался в Англии под патронажем курфюрста. Насколько я понимаю, Гендель впервые посетил Лондон в 1710 году и решил остаться, сочиняя оперы, которые были очень хорошо приняты. Наверное, это было захватывающее время для него. Он переехал из Германии и стал преуспевать на оживленной лондонской музыкальной сцене. Определенно. Поддержка ганноверского курфюрста сыграла решающую роль в том, что Гендель смог сосредоточиться на своей творческой работе в Англии. Мне бы очень хотелось узнать больше о конкретных операх и оркестровых произведениях, написанных Генделем во время своего пребывания в Лондоне. Есть ли у вас любимые? Ах да, некоторые из его самых известных работ того периода включают «Мессию», «Водную музыку» и «Музыка для королевского фейерверка». Поистине вечная классика. Какое замечательное наследие оставил после себя Гендель. Я понимаю, почему его считают одним из величайших композиторов эпохи барокко. Абсолютно. Его музыка продолжает очаровывать и вдохновлять публику по всему миру даже спустя столетия. Урок 3. Назначение руководителей проектов. Привет, Анна. Я хотела обсудить, как лучше распределить руководителей проектов в наших командах. Каково твое мнение по этому поводу? Отличная тема, Джон. Я также думал о том, как оптимизировать наши процессы управления проектами. Именно так. Думаю,
Было бы полезно, если бы мы все назначили специального руководителя проекта из числа наших соответствующих команд. Я полностью согласен. Наличие единого контактного лица по каждому проекту улучшит коммуникацию и координацию. Определенно. Руководитель проекта мог бы отвечать за отслеживание сроков, делегирование задач и отчетность о ходе работы. Отличная идея. Это позволит всем прийти к единому мнению и свести к минимуму вероятность того, что что-то провалится. Абсолютно. Кроме того, мы могли бы предоставить руководителям проектов возможность принимать определенные решения для обеспечения эффективной работы. Мне нравится такой подход. Это даст им возможность самостоятельно устранять неполадки и вносить необходимые коррективы. Именно так. Кроме того, мы можем предоставить руководителям проектов необходимые ресурсы и поддержку для успешного выполнения своих обязанностей. Похоже на солидный план. Должны ли мы назначить встречу, чтобы обсудить детали и внедрить новую систему? Отличное предложение. Я разошлю приглашение на групповое обсуждение вопроса о формализации назначений руководителей проектов. Замечательно. Я с нетерпением жду сотрудничества в этом направлении. Думаю, это существенно повлияет на то, как мы реализуем проекты. Я тоже. Это изменит правила игры в нашей организации. Я очень рад, что дело пошло наперекосяк. Урок 4. Настройки бронирования путешествий. Привет, Анна. Мне интересно, как ты подходишь к бронированию путешествий? Вы обычно пользуетесь услугами турагентов или предпочитаете бронировать билеты онлайн? Отличный вопрос, Джон. Лично я всегда предпочитал бронировать билеты через турагентов. Я считаю, что это избавляет от многих хлопот. Я вижу в этом привлекательность. Может быть очень удобно иметь специалиста, отвечающего за все вопросы логистики и организации. Именно так. Туристические агенты, с которыми я работала, были очень хорошо осведомлены и внимательны к моим потребностям. Для меня оно того стоило. Интересно. Я всегда сам все бронировал онлайн. Но я могу себе представить, как выгодно иметь преданного своему делу специалиста по путешествиям. У обоих методов определенно есть свои плюсы и минусы. Возникали ли у вас когда-нибудь проблемы с онлайн-бронированием, из-за которых вы пересмотрели возможность воспользоваться услугами агента? Теперь, когда вы об этом упомянули, было несколько раз, когда с онлайн-бронированием дела шли не так гладко. Задержка рейсов, путаница с проживанием и тому подобное. Я определенно могу смириться с этим разочарованием. Так приятно, что рядом с вами кто-то может защитить вас, если что-то пойдет не так. Вы замечаете очень хорошие замечания. Возможно, в следующий раз, когда я планирую большое путешествие, мне придется взглянуть на турагентов еще раз. Я был бы рад поделиться некоторыми рекомендациями, если вы готовы попробовать его. Агенты, с которыми я работал, были великолепны. Я благодарна за это. Я обязательно учту ваши предложения. Изучение новых вариантов бронирования путешествий может значительно упростить процесс бронирования. Абсолютно. Уверен, вы будете приятно удивлены тем, насколько полезным может быть хороший туристический агент. Перед вашим следующим приключением стоит подумать об этом. Отлично. Спасибо за совет. Я проведу небольшое исследование и посмотрю, смогу ли я найти подходящего агента. Этот разговор был очень содержательным.
Урок 5. Поиск англоговорящих врачей. Привет, Анна. Могу я спросить тебя о поиске англоговорящих врачей? Не уверен, но думаю, что большинство врачей здесь говорят по-английски. Отличный вопрос, Джон. По моему опыту, ситуация с англоговорящими врачами в этой области может сильно отличаться. Это приятно знать. Я слышал разные вещи, поэтому не знаю, чего ожидать. Есть ли у вас какие-либо рекомендации по поиску врача, дружелюбного к английскому языку? Абсолютно. Я бы посоветовал начать с консультации с вашим поставщиком медицинского страхования. В их сети часто есть списки врачей, свободно владеющих английским языком. Ах, это умная идея. Мне и в голову не пришло обратиться в свою страховку. Это определенно могло бы сэкономить мне много времени и нервов. Конечно. Вы также можете попробовать поискать отзывы в интернете, чтобы узнать, упоминали ли пациенты о знании английского языка врачом. Отличный совет. Я обязательно внимательно прочитаю их. Языковые барьеры могут затруднить общение с врачом. Именно так. Важно найти того, кому вы действительно сможете открыто рассказать и объяснить свои опасения без каких-либо затруднений. Определенно. Главное — иметь такое взаимопонимание и уровень комфорта с врачом. Я благодарю вас за то, что вы поделились этими предложениями. Я рада, что смогла помочь. Поиск подходящего англоговорящего врача может сыграть решающую роль в получении необходимой медицинской помощи. Абсолютно. Я сразу же воспользуюсь этими советами. Эта беседа была очень полезной. Спасибо, что уделили время. Урок 6. Изучение достопримечательностей Праги. Привет, Анна. Скоро я планирую поездку в Прагу. Какие достопримечательности вы бы порекомендовали посетить? Прага такой прекрасный город. Обязательно посетите знаменитый Карлов мост. Ах да, я слышал, что Карлов мост — настоящая достопримечательность. Что еще вы могли бы посоветовать? Что ж, вы не можете пропустить потрясающий Пражский град. Архитектура здесь просто захватывает дух. Отлично. Обязательно поеду в замок. Есть ли что-то еще, что вы бы особенно порекомендовали? Я бы также посоветовал прогуляться по очаровательной Староместской площади. Средневековые здания просто прекрасны. Ах да, Староместская площадь звучит прямо в моем переулке. Какие традиционные блюда мне стоит попробовать, пока я там? Обязательно попробуйте традиционные чешские блюда, такие как гуляш и пельмени. Так вкусно! Звучит как раз в моем переулке. Я обязательно попробую местную кухню. Тебя ждет настоящее удовольствие. В Праге такое богатое культурное наследие, а еда здесь потрясающая. Не могу дождаться. Это дало мне несколько отличных идей для планирования незабываемого путешествия. Спасибо за советы. Я рада, что смогла помочь. Сообщите мне, если вам понадобятся другие рекомендации по Праге при планировании поездки. Безусловно, благодарю вас за то, что вы нашли время. Эта беседа была очень полезной. Урок 7. Обсуждение психологических подходов. Доброе утро, Анна. В
последнее время меня очень интересует психология. Хочешь поделиться своими мыслями? Безусловно, психология — интересная область. Какая именно область вас больше всего интересует? Что ж, я читал о том, как можно предотвратить и лечить определенные заболевания. Много ли вы об этом знаете? Да, это очень важный аспект психологии. Раннее вмешательство играет ключевую роль в решении многих проблем психического здоровья. Понимаю, в этом есть смысл. Какие психологические подходы используются для профилактики и лечения заболеваний? Отличный вопрос. Когнитивно-поведенческая терапия широко используется, чтобы помочь людям развить более здоровые модели мышления. Интересно, я слышал об этом, но мало что об этом знаю. Как работает когнитивно-поведенческая терапия? Основное внимание уделяется выявлению и преодолению негативных или искаженных мыслей, которые способствуют проблемному поведению. Понимаю, это звучит как упреждающий способ устранения коренных причин. Какие еще подходы распространены? Еще одна область, представляющая интерес для многих клинических психологов, это понимание и борьба с агрессивным поведением. Ах да, это, безусловно, сложный и важный вопрос. Какие методы там используются? В некоторых случаях психологи могут использовать сочетание консультирования, стратегии управления гневом и даже лекарств. Интересно, я очень рада, что нам удалось это обсудить. Вы дали мне отличный обзор этой области. Я рада, что смогла поделиться полезной информацией о психологических подходах, используемых для профилактики и лечения. Безусловно, это был поучительный разговор. Я благодарю вас за то, что вы нашли время поделиться своим опытом. Урок 8. Открытие устойчивых инноваций. Привет, Анна. Я слышала о некоторых действительно крутых инновациях в области устойчивого развития с использованием сельскохозяйственных культур. Вы что-нибудь об этом знаете? А да, есть несколько интересных разработок. Одна из областей — использование сельскохозяйственных культур для изготовления таких вещей, как чернила и краски. Ух ты! Это впечатляет. Никогда бы не подумала, что чернила можно делать из сельскохозяйственных культур. Как именно это работает? Что ж, некоторые культуры, такие как арахис, можно перерабатывать для извлечения масел, которые можно использовать в качестве основы для чернил и красок. Удивительно. Это действительно инновационно. Какие еще существуют области применения этих материалов на основе сельскохозяйственных культур? Они также используются для производства растительных масел и косметики, что снижает потребность в продуктах на нефтяной основе. Понимаю, это способ создать более экологичные альтернативы обычным повседневным вещам. Это действительно круто. Безусловно, это отличный пример того, как мы можем использовать силу природы для разработки экологически чистых решений. Мне нравится узнавать о таких инновациях. Это вселяет в меня надежду на будущее и на нашу способность стать более устойчивыми. Мне тоже интересно наблюдать за творчеством и решением проблем в этом пространстве. Потенциал огромен. Безусловно, это был очень познавательный разговор. Спасибо, что поделились своими знаниями по этой теме. Я рад, что смог дать вам обзор некоторых из этих инновационных применений сельскохозяйственных культур.
Это интересная область. Безусловно, благодарю вас за то, что вы нашли время. Меня вдохновляет узнать больше об устойчивых инновациях. Урок 9. Привлечение разнообразия. Доброе утро, Анна. Я думала о творчестве и о том, как важно ценить разные точки зрения. Конечно, я не могу не согласиться с этим. Учет различных точек зрения — ключ к развитию инноваций. Определенно. Когда мы выходим за рамки собственных мыльных пузырей, это отличная возможность расширить свой кругозор. Именно так. Разнообразие позволяет нам смотреть на вещи под новым углом и находить уникальные решения. Абсолютно. И дело не только в творчестве. Разнообразие расширяет наше понимание мира. Вы совершенно правы. Знание разных культур, происхождения и опыта очень обогащает. Определенно. Когда мы открыты для разнообразных идей, жизнь становится ярче и интереснее. Я не мог бы сказать это лучше. Разнообразие — прекрасная возможность расти и учиться. Полностью. И я думаю, что важно активно искать разные точки зрения, а не просто пассивно принимать их. Отличное замечание. Иногда нам приходится стараться выходить из зоны комфорта. Именно так. Именно тогда происходит настоящее волшебство, когда мы бросаем вызов собственным предубеждениям и предрассудкам. Абсолютно. Признание многообразия — это дар, который не перестает приносить пользу во многих отношениях. Не могу не согласиться с этим. Это была отличная дискуссия. Спасибо, что поделились своим мнением. Урок 10. Изучение новых партнерских отношений. Приветствую. Я рад, что вы выдвинули идею об изучении новых партнерских отношений. Какие возможности вы имели в виду? Здравствуйте, Джон. Я подумываю о том, чтобы разветвиться и сотрудничать с некоторыми интересными новыми компаниями. Вы готовы узнать больше о моих идеях? Конечно, у меня все уши. Какие партнерские отношения, по вашему мнению, могут быть взаимовыгодными? Что ж, я исследовал несколько технологических стартапов, которые занимаются инновационной деятельностью в нашей отрасли. Думаю, здесь может быть достигнута интересная синергия. Звучит многообещающе. Какие конкретные области сотрудничества вы предполагали? Мне интересно узнать больше. Я подумала, что мы могли бы рассмотреть возможность совместной разработки продуктов или даже возможности для инвестиций. Их передовые технологии могли бы прекрасно дополнить наше предложение. Это интригующая идея. Проводили ли вы какие-либо предварительные обсуждения с этими потенциальными партнерами? Пока нет. Я хотела сначала узнать ваши мысли, прежде чем обращаться к нам. Я ценю ваш вклад и не хотела двигаться дальше, не присоединившись к вам. Спасибо, что вы первыми мне это принесли. Давайте обязательно изучим эти возможности дальше, когда мы сможем уделить время более глубокому изучению деталей. Замечательно. Я очень рад, что дело пошло наперекосяк. Как насчет того, чтобы провести час позже на этой неделе, чтобы по-настоящему обдумать план? Звучит неплохо для меня. Мне не терпится увидеть, к чему это может привести.
Это может стать началом чего-то очень многообещающего. Урок 11. Знаменитые личности и их наследие. Привет, Анна. Знаете ли вы, что Торонто и Колумбия известны своими связями с определенными людьми? Правда. Мне бы очень хотелось узнать об этом больше. В чем причина их славы? Что ж, в Торонто есть человек по имени Хенлон, который, по-видимому, был настолько известен, что крупная канадская газета заявила, что он самый известный человек в городе. Вау, это неплохое утверждение. Интересно, что сделал Хенлон, чтобы стать таким известным в Торонто? Судя по тому, что я прочитал, Хенлон был заметной фигурой в ранней истории города, известным своими многочисленными вкладами и достижениями. Интересно. А как же Колумбия? Кто из знаменитых людей связан с этим местом? В случае с Колумбией знаменитая фигура на самом деле является самим университетом. Колумбийский университет уже давно считается одним из самых престижных высших учебных заведений в мире. Ах, понятно. Таким образом, Колумбийский университет, а не какой-то конкретный человек, принес этому месту такую известность. Именно так. Превосходная академическая репутация университета и впечатляющий список выпускников укрепили статус Колумбии как всемирно признанного учебного заведения. В этом есть смысл. Удивительно, как некоторые места могут стать знаменитыми благодаря тесным связям с известными людьми или учреждениями. Абсолютно. Наследие этих влиятельных фигур и организаций действительно может записать город или университет на карту мира. Конечно. Увлекательно узнать о предыстории славы таких мест, как Торонто и Колумбия. Согласен, всегда интересно узнать истории и истории, которые способствуют известности того или иного места. Урок 12. Изучение международной кухни. Доброе утро, Анна. У вас была возможность попробовать индийскую уличную еду в последнее время. Нет, у меня нет. Но я так и хотела. Я слышала, что есть отличный фургон с едой, где подают аутентичные индийские блюда. Ах да, я уже бывал в этом. Еда просто невероятная. Вкусы такие смелые и яркие. Звучит потрясающе. Какие блюда вы попробовали? Мне бы очень хотелось получить несколько рекомендаций. Что ж, самосы были просто невероятными. Снаружи они были хрустящими, а внутри — картошкой со специями. А за куриную тикка-масалу стоило умереть. И то, и другое звучит очень вкусно. Я проголодался от одной мысли об этом. С чего бы вы посоветовали мне начать? Если бы мне пришлось выбрать одну из них, я бы сказала, что тикка-масала с курицей — отличное блюдо для начинающих. Оно сливочное, ароматное и не слишком острое для новичков. Отлично. Это именно то, что я ищу. Мне не терпится заглянуть в этот фургон с едой и попробовать настоящую индийскую кухню. Тебе это понравится. Владелец очень хочет поделиться с общественностью вкусами Индии. Готов поспорить. Еда — это прекрасный способ узнать и оценить разные культуры. Абсолютно. Попробование новых кухонь действительно открывает вам глаза на разнообразие мира.
Я согласен. Мне не терпится расширить свой кулинарный кругозор благодаря этому индийскому уличному блюду. Отлично. Дайте мне знать, как все идет. Я всегда рада открывать для себя новые любимые блюда. Урок 13. Планирование экскурсии по магазинам. Привет, Анна. Ты уже начала планировать нашу поездку по магазинам? Пока нет, но я подумала, что перед отъездом нам следует сначала составить бюджет. Это умная идея. Мы не хотим тратить слишком много средств и потом жалеть об этом. Именно так. Есть мысли о том, сколько нам следует выделить на поездку. Дай мне подумать. Я бы сказал, что за пару сотен долларов нам будет чем поработать. Звучит разумно. Мы можем использовать это в качестве общего руководства, а затем скорректировать его по мере необходимости. Отличный звонок. Нам также следует составить список магазинов, в которые мы хотим посетить. Определенно. Я подумала, что мы могли бы начать с торгового центра, а затем заглянуть в несколько бутиков в центре города. Это отличная идея. В торговом центре такое большое разнообразие, а в бутиках больше уникальных находок. Абсолютно. А в перерывах мы можем пообедать, чтобы заправиться и зарядиться энергией. Отличный план. Это обещает стать потрясающим шопинг-приключением. Я уже в восторге. Будет очень весело провести день в поисках новых сокровищ и прогуляться по ним. Согласовано. Думаю, у нас есть хороший план и бюджет, и я думаю, что мы готовы покорить эту поездку по магазинам. Звучит отлично. Мне не терпится увидеть, какие драгоценные камни мы найдем. Я тоже. Это будет отличный день для отдыха. Урок 14. Утренние процедуры. Утро. Я заметил, что в последнее время вы пьете много чая. Вы правы. Для меня это тоже стало привычкой. Я даже тянусь к ней перед тем, как встать с постели. Ух ты, это самоотверженность. Что заставило тебя так постоянно пить чай? Что ж, я прочитал, что это очень полезно для здоровья, и я хотел включить его в свой распорядок дня. Отличная идея. Я также стараюсь больше заботиться о своем здоровье. Думали ли вы добавить чай в свой утренний распорядок дня? Я считаю, что это действительно помогает мне проснуться и сосредоточиться. Я больше люблю кофе, но, возможно, мне стоит попробовать чай. Думаю, тебе это очень понравится. Есть так много разных типов и вкусов, которые стоит попробовать. Знаете, звучит привлекательно. На следующей пробежке за покупками мне придется купить чаю. Замечательно. Я даже могу предложить несколько хороших закусок, если хотите. Буду признателен. Я хочу убедиться, что куплю чай, который мне действительно понравится. Совсем без проблем. Я с радостью поделюсь своими личными рекомендациями. Отлично. Спасибо, Анне. Для меня это может стать началом совершенно нового утреннего ритуала. Уверена, вам понравится. Чай стал очень важной частью моей повседневной жизни. Что ж,
Мне не терпится попробовать. Кто знает, возможно, это даже заменит мою зависимость от кофе. Это было бы настоящей трансформацией. Но у меня такое чувство, что вы в кратчайшие сроки зацепитесь чаем. Ха-ха, посмотрим. В любом случае, я с нетерпением жду возможности расширить свой кругозор по утренним напиткам. Урок 15. Изучение фотографии. Привет, Анна. Ты в последнее время больше увлекаешься фотографией. Знаете, у меня есть. Я только что купил хорошую камеру, и она мне очень нравится. Это круто. Почему вы решили заняться фотографией? Что ж, я могу себе представить, что это веселое и творческое хобби. Кроме того, это экономит время и деньги по сравнению со студией. Отличное замечание. Наличие собственной камеры открывает множество возможностей. Именно так. Я экспериментировал с разными настройками и техниками. Наверное, это очень приятно. Вы сделали какие-нибудь фотографии, которыми особенно гордитесь? Да, на самом деле. На днях я сделал великолепный снимок панорамы города. Мне бы очень хотелось его увидеть. Фотография — такой впечатляющий навык. Придется как-нибудь вам показать. Очень приятно запечатлеть эти особенные моменты. Готов поспорить. Я всегда восхищался людьми, которые могут делать красивые и профессионально выглядящие фотографии. Это, безусловно, вид искусства. Но немного потренировавшись, освоить его сможет каждый. Это обнадеживает. Возможно, мне придется одолжить вашу камеру и попробовать ее самому. Я с удовольствием научу вас нескольким трюкам. Фотография — такое веселое и доступное хобби. Отлично. Я расскажу вам об этом. Для нас это тоже может стать отличным способом сблизиться. Определенно. Я всегда ищу друзей по фотографии, с которыми можно было бы исследовать город. Что ж, считайте, что я зарегистрировался. Это будет новое захватывающее приключение. Не могу дождаться. Будет здорово открыть для себя мир через наши объективы. Я тоже. Спасибо, что вдохновили меня попробовать что-то новое. Урок 16. Изучение Марди-Гра. Доброе утро. Анна, вы знали, что Марди-Гра отмечается в Новом Орлеане каждый год? Я так и сделала. Мне всегда хотелось насладиться яркими праздниками в этом городе. Я тоже. Новый Орлеан и его окрестности по-настоящему оживают во время Марди-Гра. Я слышала, что парады, костюмы и общая энергия просто невероятны. Абсолютно. Город действительно изобилует красочными и экстравагантными экспозициями. Могу себе представить, что на улицах полно гуляк, наслаждающихся праздником. Конечно, быть частью этой должно быть такой веселой и живой атмосферы. Бьюсь об заклад, еда и музыка тоже потрясающие. Новый Орлеан известен своей богатой культурой. Определенно. Во время Марди-Гра обязательно попробуйте блюда каджунской и креольской кухни.
А джазовая музыка должна создать такой яркий праздничный саундтрек. Именно так. Мне бы очень хотелось танцевать на улицах и впитать в себя все местные традиции. Я тоже. Марди-Гра кажется незабываемым событием для вечеринки. Это определенно в моем списке желаний. Я не могу придумать лучшего места, где можно было бы расслабиться. То же самое и здесь. Новый Орлеан во время Марди-Гра звучит просто потрясающе. Конечно. Я уже в восторге от одной мысли о красочных костюмах. А, держу пари, креативность костюмов впечатляет. Определенно. Наверное, это такая творческая, праздничная атмосфера. Не могу дождаться, когда увижу фотографии и услышу все об этом, если вы когда-нибудь туда приедете. Абсолютно. Марди-Гра в Новом Орлеане– это, безусловно, незабываемое событие. Урок 17. Изучение морских просторов. Привет, Анна. Знаете ли вы, что морской регион Канады состоит из Нью-Брансуика, Новой Шотландии и острова Принца Эдуарда? Я так и сделала. Меня всегда восхищали уникальная культура и природная красота Приморских островов. Я тоже. Это такая живописная и очаровательная часть страны. Абсолютно. Скалистые береговые линии, причудливые приморские города и богатая история так привлекательны. Определенно. Мне бы очень хотелось осмотреть маяки, рыбацкие деревни и потрясающие пейзажи. То же самое и здесь. Приморские районы кажутся идеальным местом для спокойного и живописного отдыха. Абсолютно. А морепродукты, должно быть, просто невероятные, ведь они находятся прямо на побережье Атлантического океана. А я могу только представить себе свежих омаров, гребешки и другие деликатесы. МММ. От одной мысли об этом у меня слюнки текут. Бьюсь об заклад. Местная кухня потрясающая. Конечно. А морская культура с ее морскими традициями кажется такой интригующей. Определенно. Мне бы очень хотелось узнать больше об аккадском наследии и влиянии коренных народов. Я тоже. Кажется, что Приморские острова обладают таким богатым и разнообразным культурным наследием. Абсолютно. Было бы интересно познакомиться с искусством, музыкой и фестивалями в этом регионе. Определенно. А занятия на свежем воздухе, такие как походы, каякинг и наблюдение за китами, звучат просто невероятно. Я знаю. Природные пейзажи, от приливов Фанди до пляжей с красным песком, захватывают дух. Определенно. Приморские острова кажутся идеальным сочетанием природной красоты и культурного шарма. Я согласен. Это определенно входит в мой список путешествий. Не могу дождаться, когда когда-нибудь смогу побывать на море. Урок 19. Составление бюджета на поездки. Привет, Анна. Я начинаю планировать свою следующую поездку и хочу уложиться в ограниченный бюджет. Хорошо. С каким бюджетом вы работаете? Я буду рад помочь вам найти доступные варианты. Что ж,
Я надеюсь сохранить его около $30 в день, если это возможно. Есть ли у вас советы по путешествиям с ограниченным бюджетом? Абсолютно. Есть много способов сэкономить во время путешествий. Раннее бронирование жилья — важная задача. В этом есть смысл. А как же еда? Думаю, мне поможет приготовление некоторых блюд самостоятельно. Определенно. Еда на местных рынках или в продуктовых магазинах может значительно сэкономить по сравнению с ресторанами. Отлично. Именно на такой совет я и надеялся. Какие-нибудь другие недорогие советы? Конечно, обратите внимание на бесплатные или недорогие развлечения, такие как пешие прогулки, пешеходные экскурсии или просто пешие прогулки. А, это отличная идея. И мне, наверное, следует избегать дорогих туристических ловушек, верно? Именно так. Посетите местные достопримечательности, и вы получите гораздо более аутентичные впечатления за меньшие деньги. Отлично. Все это очень полезно. Я чувствую, что нахожусь на правильном пути к планированию недорогой поездки. Я рада, что смогла дать вам несколько полезных советов. Просто дайте мне знать, если вам нужен другой совет по бюджетным путешествиям. Подойдет. Большое спасибо Анне. Я очень рад начать планировать детали уже сейчас. Урок 20. В поисках идеального одеяла. Привет, Анна. Я ищу новое одеяло. Что-нибудь уютное и мягкое было бы замечательно. Звучит прекрасно. Как насчет этого? Он мягкий и имеет приятную плюшевую текстуру. Выглядит очень удобно. Сколько на это стоит? На самом деле это довольно доступно. Всего около $25. Качество тоже кажется очень хорошим. Круто. Это вполне укладывается в мой бюджет. Думаете, мне так будет достаточно тепло? Безусловно, материал идеально подходит для уюта в прохладную ночь. Обладает отличной изоляцией. Отлично. Это именно то, что я ищу. Можете ли вы показать мне еще несколько вариантов? Конечно, позвольте мне купить еще пару одеял, которые могут соответствовать всем требованиям. Вот одно из них с забавным узором. Мне нравится дизайн этого. Какая мягкость по сравнению с первым? Оно такое же мягкое, если не немного мягче. Ткань действительно качественная. Приятно, что этот соперник тоже может стать соперником. Хорошо, покажи мне еще один вариант, если не возражаешь. Конечно, давайте посмотрим, что еще я смогу найти. Вот супер плюшевый, который есть в продаже. Это выглядит невероятно мягко. Возможно, мне придется выбрать эту. Она идеальная. Отличный выбор. Думаю, вы будете очень довольны этим уютным одеялом. Отлично. Мне не терпится забрать его домой и уютно устроиться. Спасибо большое за рекомендации. Урок 21. Сравнение поездок на работу. Доброе утро, Анна. Как ты каждый день добираешься до работы? Обычно я езжу на автобусе. Мне довольно легко добираться на работу. Ехать на автобусе удобно.
А что в час пик? Тогда в автобусе может быть многолюдно, но я все равно добираюсь до работы вовремя. Понимаю. На самом деле я добираюсь до офиса на машине. Поездка в одну сторону занимает около 30 минут. Вождение действительно дает вам большую гибкость, но дорожное движение, должно быть, доставляет неудобства. Вы все правильно поняли. В наши дни дороги всегда покрыты дорогами. Могу себе представить. По крайней мере, в автобусе я могу расслабиться и почитать или послушать музыку. Это хорошие замечания. Я все время застрял за рулем. У этого есть свои плюсы и минусы, не так ли? Что вам больше всего нравится в поездках на работу? Думаю, мне нравится проводить время в одиночестве, чтобы мысленно подготовиться к дню. Это хороший способ взглянуть на это. Поездка на автобусе. Это мое время расслабиться перед работой. Да, я тоже вижу, как это пойдет на пользу. Возможно, мне стоит подумать об общественном транспорте. На это стоит обратить внимание, если вы хотите снизить стресс от вождения. Хотя расписание автобусов может потребовать некоторых корректировок. Это правда. Мне придется взвесить варианты и посмотреть, что мне больше подходит. Урок 22. Планирование похода на выходные. Привет, Анна. Я подумываю пойти в поход в субботу. Погода выглядит великолепно. Поход звучит замечательно. Куда ты планируешь поехать? Я собирался прогуляться по этой тропе в государственном парке. Вы там уже бывали? Да, мне нравится эта тропа. По дороге есть действительно красивые пейзажи. Отлично, приятно слышать. Сколько времени обычно занимает поход? Поездка туда и обратно занимает около 5-6 часов, в зависимости от вашего темпа. Обязательно возьмите с собой много воды. Хорошо, приятно знать. Я обязательно принесу с собой много жидкости. Еще какие-нибудь советы? Носите прочные походные ботинки и одевайтесь слоями на случай смены погоды. Понятно, это очень полезный совет. Я хочу убедиться, что я готова. Определенно. И не забудьте подкрепиться полезными закусками во время похода. Отличный звонок. Обязательно возьму с собой несколько батончиков с трепл-миксом или мюсли. Идеальный. Уверен, вы прекрасно проведете время на тропе. Я с нетерпением жду этого события. Спасибо за советы. Урок 23. Иммерсивные советы по путешествиям. Привет, Анна. Я планирую поездку за границу. Как долго вы бы порекомендовали мне поехать? Это захватывающе. Я бы посоветовал примерно 2 недели, чтобы полностью погрузиться в себя. 2 недели, да. Похоже, это достаточно времени, чтобы по-настоящему познакомиться с культурой. Абсолютно. У вас будет достаточно времени, чтобы осмотреть основные достопримечательности, но при этом вы сможете проявить некоторую гибкость. В этом есть смысл. Я хочу провести там время с пользой и не торопиться. Именно так. Слишком короткая поездка может вызвать у вас ощущение, что вам не удалось копать глубже. Да, я не хочу просто скользить по поверхности.
Какие-нибудь советы о том, как максимально использовать эти 2 недели? Конечно. Я бы порекомендовал бронировать жилье в центре города. Таким образом, вы сможете легко передвигаться пешком или пользоваться общественным транспортом. Хорошие замечания. Сокращение времени транспортировки позволит мне увидеть больше. Определенно. И попробуйте выучить несколько ключевых фраз на местном языке, прежде чем отправиться в путь. Отличная идея. Это проявление уважения и упрощает общение с местными жителями. Абсолютно. И будьте готовы попробовать новые блюда. Это большая часть погружения в культуру. Конечно, я хочу в полной мере ощутить кухню. Какие блюда вы бы порекомендовали попробовать? А местная уличная еда просто потрясающая. И, конечно, не пропустите традиционную выпечку. Все это звучит очень вкусно. Мне не терпится погрузиться в кулинарную сцену. Думаю, 2 недели– это идеальный срок. Вы вернетесь отдохнувшими и вдохновленными. Надеюсь, что да. Спасибо за все отличные советы. Я с нетерпением жду этой поездки. Урок 24. Выбор идеального чемодана. Утро. Я ищу новый чемодан. Какие-нибудь рекомендации? А. Покупка чемоданов. Как увлекательно. Какие функции вы ищете? Что ж, мне нужно что-то прочное, но не слишком тяжелое. И, возможно, с несколькими отсеками. Сумка среднего размера с отделениями звучит очень удобно. Таким образом, вы сможете оставаться организованными. Именно об этом я и думала. Как вы думаете, какие стили подойдут для путешествий? Чехлы с жесткими стенками отлично подходят для защиты ваших вещей, но чехлы с мягкими стенками часто легче. Это хорошее замечание. Мне не нужно что-то слишком громоздкое, что было бы трудно носить с собой. Определенно. И ищите машину с хорошими колесами. Это значительно упростит навигацию по аэропортам. Вы правы. Колеса с плавным качением просто необходимы. Что-нибудь еще мне стоит рассмотреть. И посмотрите, сможете ли вы найти устройство со встроенным USB-портом для зарядки. Очень удобно для ваших устройств. Ух ты, я об этом даже не подумала. Это было бы очень полезно в долгие дни путешествий. Абсолютно. И не забудьте также проверить гарантию на случай, если что-то случится. Отличный звонок. Я хочу убедиться, что куплю качественный чемодан, которого мне хватит на какое-то время. Определенно. С подходящим чемоданом ваши путешествия будут намного удобнее. Мне не терпится начать поиск. Спасибо за все отличные советы.